Лет 5 назад мы с друзьями поехали на пикник у речки. Сидим, значит, на берегу, шашлык делаем, а некоторые еще и рыбачат. Вдруг замечаем, как в нашу сторону у берега плывет какой-то пакет. Его не особо быстро гнало ветром, поэтому мой друг Вова стал метать в него удочку, чтобы зацепить крючком. Спросите, зачем? Потому что перед этим я в шутку сказала, что, мол, а вдруг там деньги? Поэтому друг решил проверить. Зацепил, вытащил, а в пакете оказалось 4 котенка, 3 мертвых, а 1 шевелился. Видно, что их пытались утопить, только, видимо, живодер они положили в пакет груз, а воздух в пакете не дал ему утонуть. Вова сразу же решил забрать выжившего котенка себе, назвал Каспер. В итоге Вова с Каспером друг в друге души не чаяли. Кот вырос большущим, черным, холеным и, что греха таить, злым зверем. Когда хозяев не было дома, Каспер оставался вместо собаки, и я вас уверяю, что даже друзья не рисковали зайти в дом, когда Каспер его охранял. Зато в основное время он любил лежать или на шее хозяина вместо воротника, или на его груди. Прошло несколько лет, все шло своим чередом. Только Вовка как-то рассказал, что кот совсем приболел, стал каким-то замухрышкой, похудел сильно, а через месяц после этого заболел и сам друг. Появился кашель, одышка, кожа пожелтела, и как следствие испортился характер, раздражительность, подозрительность. Все время ему казалось, что на него кто-то порчу навел или сглазил, причем обоих, с котом. И вот в один день прибегает он ко мне весь на эмоциях, практически в истерике, и рассказывает такое, что я чуть не упала. И вот что он рассказал мне. «Сама знаешь», — начал он, — «Каспер любит у меня на руках и на груди лежать, а как заболел, так постоянно лежит и лежит, лежит и лежит. Я стал замечать, что Каспер худеет, но когда мне на грудь ложится, мне прям тяжело становится. Я его сгонять стал, а он в наглую лезет обратно. Потом я и сам заболел, а теперь я додумался, он из меня здоровье вытягивает. Ведь смотри, где лежит, то и болит постоянно. Сначала у меня шея заболела, он перестал ложиться на шею и болеть перестал, а на грудь ложится и совсем задыхаюсь уже». Короче, убил я его. Я выпучила глаза. Что сделал? У тебя что, вообще крышу сорвало? Причем здесь кот? Сколько мы тебя к врачу гоним? А надо сказать, что Вова врачам совсем не доверяет. Подожди, не гони волну, говорит. Дальше слушай. Просыпаюсь сегодня ночью от того, что дышать трудно стало. Открываю глаза, а Каспер лежит на груди у меня, и его нос вплотную к моему рту. Я выдох делаю, а он с силой это вдыхает. Вот тогда я все и понял. Он заболел и из меня здоровье вытягивает вместе с дыханием. Я это как-то по телеку видел. Его жизни кончились, он мою использует. Помнишь же, и в пакете он один остался. Схватил я его, выскочил на улицу, докинул со всей силы, убил. Теперь, думаю, на поправку пойду. Через 2 недели ему стало еще хуже. Его отвезли в клинику, а потом обнаружили рак. А месяц назад он мне говорит: «Помру я скоро, подруга». Каспер стал приходить, как живой. То во дворе его увижу, то в окно. Холеный, здоровый, как раньше. Может, зря я его убил. 2 недели назад Вова умер. Похоронили его. На 9-й день пошли на кладбище помянуть. А там, среди венков, Каспер мертвый лежит. Выходит, не убил. Или не последняя жизнь у него оставалась. Полистала я литературу и пришла к выводу. Не жизнь у Вовы кот забирал, а болезнь. Поэтому и сам котик болел. Так плохо выглядел и исхудал. Спасти хотел своего спасителя, а тот не понял. Я стояла на остановке и ждала автобус. Мимо меня шла пожилая женщина. Она поскользнулась и упала. Какой-то мужчина бросился ей на помощь, а я только отвела взгляд в сторону. Ох уж эти бабульки, еле ковыляют. Дома в такой гололед сидеть надо. В наушниках гремела любимая музыка, а все мысли занимал новый начальник. Самоуверенный скотина. Не успел прийти, как уволил половину коллектива. Я тоже висела на волоске от увольнения. Сдавая недельные отчеты, перепутала папки, и теперь еще один промах, и придется искать новую работу. Погрузившись в такие невеселые мысли, я вдруг вздрогнула от неожиданности, когда кто-то осторожно тронул меня за локоть. Обернувшись, я увидела ту самую старушку. Я нехотя вынула из уха наушник. «Дочка, кошелек у меня вытащили. Не поможешь? На проезд до дома не хватает, а идти далеко. Вот еще упала, нога болит». Я в нерешительности сунула руку в карман, перебирая пальцами монетки, лежащие там. На проезд мне и самой хватает впритык. Еще в кошельке лежала 1000 купюры, но разменивать ее на проезд я не хотела. Я, в общем-то, и пешком могла добраться до дома. Тут всего пару остановок, но прогулка в такой гололед меня не радовала, и в целом-то мне было лень. «Нету, бабушка». Старушка втянула голову в плечи, словно испугавшись резкого ответа, и пошла прочь. Отойдя на пару шагов, она вдруг обернулась и снова посмотрела мне в глаза. «Дочка, думать и о других нужно. Не одна ты на свете живешь, а с людьми». «Бабуль, сейчас время такое, что каждый сам по себе», — отрезала я и отвернулась. «Ну-ну», — послышался сзади грустный вздох. Тут подошла моя маршрутка, и я, не раздумывая, залезла
влезла в нее. Где-то глубоко во мне шевельнулось чувство стыда, но я быстро успокоилась мыслью, что всем вокруг не поможешь, а мне и так сейчас не сладко. Приехав домой, я тут же завалилась спать. У мужа был отпуск, и они с дочкой укатили в деревню к бабушке, так что дрыхнуть целыми вечерами мне никто не мешал. Открыв глаза, я обнаружила себя на той самой остановке. Я была в футболке и шортах, в том же, в чем легла спать, но не чувствовала холода. Оглядевшись вокруг, я увидела, что люди совершенно не обращают на меня внимания. Уже темнело, и рядом с остановкой горел фонарь, который резал мне глаза своим ярким светом. Я села на лавке, на которой лежала, и спустила босые ноги на снег. Холодно не было. Мое сердце колотилось как бешеное. Нет, это какой-то глупый сон, этого не может быть. Я робко дотронулась до стоящего рядом мужчины. «Простите», — начала я, но мужчина даже не повернул головы в мою сторону. «Пожалуйста, помогите!» — крикнула я громче. Никакой реакции. Страх сжал мое сердце, в груди стало больно, дыхание перехватило. «Пожалуйста!» — снова крикнула я и еще сильнее толкнула мужчину в плечо. Я металась по остановке, пытаясь докричаться до этих людей. Кричала, тормошила за одежду. «Кто-нибудь, помогите мне! Я же здесь!» Слезы застилали глаза, меня все трясло от ужаса. Я заглядывала в их равнодушные лица, хватала за руки. Вскоре подъехал мой автобус. Люди хлынули в открытую дверь. Я тоже бросилась внутрь. Доеду до дома. Я не знала зачем, но я больше не могла находиться на этой остановке. Люди наступали мне на ноги, но боли не было. Меня все так же никто не замечал. Выскочив из автобуса, я бегом забежала в подъезд. Стучала во все двери, кричала, но звуков не было слышно. Руки отскакивали, словно от резиновой покрышки. В слезах я села под дверью своей квартиры, плакала навзрыд, размазывая слезы по лицу. Шептала себе под нос, умоляя о помощи неизвестно кого, срываясь на крик, билась в истерике. Но никто не пришел на помощь. Прошло уже несколько лет, я живу в чужой семье. Мне было невыносимо видеть, как муж с дочерью разыскивают и оплакивают меня. Как дочка в своей комнате гладит руками мою фотографию и просит, чтобы я пришла. Как мама, роняя слезы на подушку, каждую ночь шепчет мое имя. Сердце, словно живое, вынимали из груди и рвали на части. Я долго искала ту бабушку, которую встретила тогда на остановке. И мучилась вопросом, помоги ей тогда, ничего этого бы не было? Неужели все это из-за каких-то жалких монеток, которые я тогда пожалела? Боже, сейчас бы отдала все, лишь бы вернуться домой. Лишь бы все было как раньше. Я сутками ждала на этой остановке в надежде встретить ту женщину. Петляла по всему району в ее поисках, но все было безуспешно. Уже здесь, в новом доме, я научилась двигать мелкие предметы. Ключи, например, или зажигалку. Забавно смотреть, как хозяева потом ищут эти вещи и злятся. Я сама могу распахнуть дверь, если она не заперта. Пятилетний сын хозяев Ваня, кажется, слышит меня. Когда я вечерами рассказываю ему сказки, он успокаивается и засыпает. Я целую его на ночь, и от моего прикосновения он улыбается. Недавно я навещала свою семью. Моя дочка уже называет мамой другую женщину. Муж, кажется, счастлив с ней, и я его не виню. Я рада, что у них все хорошо, но для меня там больше места нет. Я все чаще прихожу в наш городской дом малютки. Малыши постарше не могут меня видеть, но чувствуют мои прикосновения и отвечают мне робкой, застенчивой улыбкой. Я рассказываю детям на ушко добрые сказки. Нянечки удивляются, когда крохотные груднички внезапно застывают, глядя куда-то в пустоту, а потом звонко смеются. Ведь чем младше дети, тем реальнее для них я. Пожалуй, останусь жить тут. Быть может, здесь я хоть кому-нибудь пригожусь.